Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс Таро на неделю с 28 апреля по 4 мая. Давайте узнаем подсказки карт и узнаем через подсказки старинного цыганского пасьянса, кто или что спешит в вашу жизнь. Это будет первый наш расклад. Ну, а потом мы с вами продолжим на колоде Таро и узнаем, что неожиданно изменится и в какой сфере жизни, чего это будет касаться, в какой сфере жизни вам, быть может, придется принимать важные решения, к чему это все идет, какое продолжение следует, и как знаки судьбы достанем карту, что нужно услышать, на что обратить внимание. Останемся, конечно, реалистами, любой прогноз, расклад о личной истории не расскажет. Мы вместе с вами предполагаем, размышляем, глядя на карты, и допускаем развитие альтернативных вариантов событий или что-то иррациональное, возможно, и так. Итак, смотрю я. Смотрите и вы тоже. Никогда не знаешь, что выпадет. И у вас выпадает радость. Вот такое начало нашего прогноза. Ну, наверное, не все однозначно, словно за вами наблюдает маска. Это тот человек, который в тени. Или тот, которого мы не видим. И, кстати, мои дорогие овны, можем как знак судьбы сразу это переложить на нашу реальность. И вы за пазухой имеете маску. И если вы видите или чувствуете интуитивно, а вы должны слушать интуицию, у вас она как раз, ну, как у кого-то и прежде, конечно, хорошо она работала, но для кого-то это было что-то из области непонятного, да, и вы никогда не пользовались таким мощным инструментом, то вот даже для тех, кто не пользовался, теперь ваша задача до конца 2025 года научиться слушать самого себя или саму себя, потому что наша душа, она мудрая, она все знает. И, конечно, не путать с глубокой философией, но очень часто как раз душевные подсказки к нам приходят. И мы, и вы, мои дорогие, будете убеждаться, что будут происходить те события, когда вы, если проанализируете, оглянетесь назад, вы поймете, что, а ведь правда, что-то подобное я предполагал. Или я знала, что вот к этому все идет. Поэтому где-то не торопиться, ведь это в первую очередь карта или значение, когда мы больше наблюдаем, делаем выводы и только потом действуем. Но могут быть и те люди, которые все же транслируют одно, а на самом деле что-то другое. Да, и еще у вас выпадает змея. Ну вот не все так однозначно. Мы дополним потом картами Таро конкретно эти два значения, с чем это может быть связано или, по крайней мере, какая сфера жизни. По змее ведь тут тоже, и если мы говорим, наблюдать нужно, да, вот это как раз то, что нам подсказывает значение змея, потому что она наблюдает, анализирует и только потом молниеносно действует. Поэтому какая-то неспешность. Это не значит, что мы что-то поставили на паузу и буквально руки сложили. Но, видимо, есть те события, которые, я бы сказала, неоднозначные. Поначалу могут выглядеть или как-то начинаться какое-то дело, может достаточно, ну так, оптимистично, или может показаться, что это какой-то замечательный проект. А потом, если в развитии мы уже видим некоторые подводные течения, рифы, что... Но тут нет, нам надо было что-то скорректировать. Поэтому оставляйте для себя полшага для маневра. Отступить как будто назад вам, может быть, придется на этой неделе. Или словно уйти вот в эту тень. Иногда наша активность в таком ключе нам хорошую службу может сослужить, потому что мы всегда можем как-то ретироваться или выйти из какого-то скользкого положения, или выйти сухим из воды. Иногда и так бывает, нужно сделать, правда? И это бывает буквально банально даже. В кого, вот, допустим, вопросы работы. Вы оказываетесь невольно втянутым в какие-то распри или в какие-то обсуждения. Вы даже там можете случайно оказаться. И словно два лагеря, и вас один к себе тянет, и второй, чтобы вы приняли точку зрения или с кем-то, с чем-то согласились. Так вот и не с первым, и не со вторым. Вам немножко тут надо самому по себе, и тогда радость, когда вы скажете себе спасибо. Или, мои дорогие овны, радость я тут больше вижу, она,
ну, как событие, может быть, извещение, новость какая-то, радость, да, и, может быть, эта радость вас переполняет или наполняет, и тогда есть вот какие-то товарищи, которые вовсе не товарищи, а которые вам завидуют. Иногда из-за зависти такое тоже бывает, я думаю, вы со мной согласитесь. И для вас вот это продуктивное время, словно все ключи в руках, и открытый путь. Это тот путь, который для вас открывает новые перспективы, возможности. Посмотрите, у вас в самом конце выпадает одновременно и как подкова семейное счастье, и одновременно солнце. Солнце – это еще и выбор правильного направления. И если мы говорим, что спешит вашу жизнь, что спешит? Счастье, радость, удача, семейное счастье и какой-то открытый жизненный путь. И я так вижу, что если была прежде какая-то путаница или словно какой-то лабиринт, здесь постепенно может все вставать на свои места или проясняться какой-то вопрос. Ну, как я и обещала, давайте мы узнаем, что такое знак маска, чего касается. Или сферы жизни, или как подсказка. Вот пусть нам подсказку, знак высших сил нам какой-то дадут. Колесница, смотрите. А правда ведь тут кто-то может вам завидовать и думать, что почему вот ей или ему повезло больше. И какая-то ситуация тут, скорее всего, может проиграться либо по работе, либо по вашим достижениям. Хотя у кого-то банально вы куда-то собираетесь переезжать, и кто-то тоже мечтает куда-либо переехать. Ну, наверное, не прошел тот сложный путь, который прошли вы. И здесь может быть просто зависть из-за того, что вы куда-то уезжаете или переезжаете с семьей, или меняете работу. Но для вас-то это сложный выбор отчасти. Потому что, опять же, проделана какая-то работа, это не то, что к вам буквально вот упало, как манна небесная. Нет, это тот путь упорный, может быть, как и труд, так и, может быть, и учеба здесь у каждого по-своему. Когда вы пытались преодолеть какую-то сложную ситуацию, искали выход, и вот теперь вы находите, и кто-то вам завидует. Значит, с кем-то вы были откровенны прежде. Кто-то, я вот вижу, явно в курсе ваших достижений, может быть. Поэтому не говорите о себе много. А если вы куда-то собираетесь отправляться, за исключением только тех людей, которым вы действительно доверяете, ну, наверное, остальные, они будут знать вашу основную стратегию и тактику. А всем остальным, я так вижу, это знать не обязательно. Меньше пересудов, ну и, как следствие, меньше зависти. Кто такой или кто такая? Что это за ситуация по змее? Опять карта будущего, тройка жезлов. И отчасти тоже где-то неспешность, неторопливость, потому что тройка жезлов – это мы как стоим уже на пороге перемен. И человек нам показан на карте тоже, он никуда не бежит, не торопится. Это значение имеется в виду, мы анализируем, все ли мы с собой из прошлого, то, что может нам потребоваться, или как наш опыт, наши ресурсы, наши знания, у кого-то документы, все ли точки над «и» нами расставлены. Так вот мы, как последний такой перед квантовым прыжком период, когда мы анализируем, все ли у нас готово перед стремлением в будущее буквально. Но вы уже не оглядываетесь назад. Обе карты, и это старший аркан, словно вы уже приехали в какую-то новую точку отсчета, мои дорогие. И правда, я тут вижу зависть. Увы, может быть, это вы и сами так транслируете. Ну, где-то люди с вашего лица считывают, что у вас благотворный какой-то период жизни. Поэтому некоторая скромность все же не помешает. И энергии, кстати, как по аркану колесницы, так и по тройке жезлов, это более такие яркие, живые, много жизненной силы, активности. Ну, а кто-то сидит, скучая в уголке, и думает, ну, когда же в мою жизнь придет счастье? И даже не догадывается, что для этого нужно самому постараться. И вот такая зависть, она очень часто встречается в нашей реальной жизни. Берегите себя, мои дорогие овны, будьте милосердны к самим себе. И действительно, если нужно, одевайте маски, по крайней мере, это для вас даже маска равнодушия. Или маска не включения в какой-то вопрос. Или иногда бывает очень важно сказать, я не знаю, я должен подумать.
тем самым уйти от прямого ответа или от того, что вы берете на себя какие-то обязательства. Здесь именно ваши планы в центре внимания, мои дорогие овны. Пока с вами говорила, смотрю, что у вас еще совпадает, потому что мы можем сложить как по вертикали крайние карты, так и по горизонтали. У вас вопросы дома, жилища, костер могут быть в центре внимания также на этой неделе. И, собственно говоря, больше я не вижу никаких значений. Хорошо, этого достаточно и позитивной энергии недели с 28 апреля по 4 мая. Итак, следующая наша карта. Что неожиданно изменится или в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения? Ну, лед тронулся, 4 пентаклей. Может быть, прежде вы что-то сохраняли, анализировали, да, к чему-то прикладывали свои усилия. И вот теперь по 4 пентаклей какой-то период застоя у вас, мои дорогие, заканчивается. Вот неожиданно, может быть, даже заканчивается. Давайте достану сама карту. Что может, кстати, заставить измениться вас тоже? Вот давайте узнаем, что же неожиданно изменится. Какие, в принципе, неожиданности идут в вашу жизнь, спешат. И достанем сразу вторую карту, к чему это все идет. Знаки судьбы. На что вам нужно обратить внимание, что нужно услышать. И достанем карту, к чему это все, опять же, идет. Какое продолжение может следовать. Немножко не входит. И достанем две карты. Первая — это у нас ваши достижения, дела, работа, бизнес. И продолжение каких-то ваших проектов. Может быть, учебы или документы вы готовите. Любовь и личная жизнь будет следующая карта. Давайте смотреть. Итак, что неожиданно изменится? Ну вот какая-то радость. Или в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения? Вы будете принимать важные решения по части социума. Фильтровать ваше окружение — это точно. И, видимо, останутся небольшой такой коллектив или небольшой круг людей, когда вы им будете доверять. И эта карта, ну, где-то даже предусматривает, что мы разделяем наш праздник с друзьями. Малое количество людей, которые за вас способны радоваться искренне. И это будет где-то для вас неожиданно. Может быть, как минимум тут нас 3 персоны, да, а было прежде как минимум, возможно, 5, но 2 отпадают из вашего коллектива или сферы общения, или круга ваших друзей, или, как вам казалось, круга единомышленников. Давайте узнаем, к чему же все идет. Вас жизнь, мои дорогие овны, буквально учит о себе много не распространяться, не предвосхищать какие-то события, не давать кому-то и обещаний. Обещания разные бывают. Вы можете на что-то согласиться, к примеру, да, я тебе помогу, или этим самым взять ответственность и себя ограничить таким образом, потому что если ты уже должен, ты обязан, и у кого-то это может быть как подписание того или иного документа, у кого-то банально вы согласились, взяли на себя ответственность, кто-то берет, к примеру, кредит, а вы берете поручительство, и все, и вы связаны по рукам и ногам. Верховная жрица — это та, которая, кстати, слушает свою интуицию, доверяет самой себе, и буквально к чему все идет. Вам и дальше придется как где-то прислушиваться к подсказкам вашего 6-го чувства. И самое главное, о себе много не распространяться. Здесь буквально молчание вас бережет. Это где-то может быть для вас неожиданно. Почему? Потому что есть какие-то перемены в людях, которые вас окружают, с которыми строились взаимоотношения, и вопросы доверия здесь вами будут пересмотрены. И некоторые персонажи словно отпадают. Вот так. Давайте мы с вами узнаем знаки судьбы, на что нужно обратить внимание, что вам хотят сказать высшие силы. Не случайно, наверное, та 4 пентаклей нам перевернулась, когда я перемешивала карты. Аркан повешенный. Какой-то стопор у вас заканчивается. Или вот этот Т-образный перекресток. Но тут будет очень важно, с учетом аркана жрицы, как я уже говорила, не дать кому-то обещаний. Быть важным
точнее, быть очень внимательным при подписании бумаг, документов, какие вы контракты, соглашения заключаете, где вы ставите подпись. Может быть, кто-то ставит и личную печать, какой-то документооборот, к нему особый вообще контроль и внимание нужно проявить, потому что это ведь как знак судьбы, понимаете? Значит, мы можем словно сами себя повергнуть где-то вот в такое подвешенное состояние только лишь из-за того, что куда-то поторопились. Или кому-то что-то пообещали, или вовремя не рассмотрели какой-то подвох. Мои дорогие, опять же возвращаюсь, маска и змея. Здесь вот именно вам нужно увидеть. И я даже могу предположить, что не совсем в разрезе этой недели вот эти, как минимум, может быть, это один человек, который выпадает одновременно и маской, и змеей, да, а может быть, это два разных человека, когда вас словно пытаются куда-то втянуть. И вы на это можете согласиться просто по наитию, потому что вы на данный период что-то не успели обдумать, и вы считаете, ну да, вроде бы все правильно человек говорит, а вы продумайте его правду или переложите на вашу собственную, или на ваши планы, а не будет ли это какой-то помехой для вашей личной жизни, для ваших личных достижений и пусть даже каких-то честолюбивых амбиций. Мы не должны себя вот в этот Т-образный перекресток загнать буквально, как тупик, а потом думать, куда вот мне отсюда, направо или налево. И это серьезно, это как на что нужно обратить внимание или что важно услышать. Вот эти дороги, вот этот ключ, мы сказали, открытый путь. Вам нужно контролировать вот траекторию своего движения. И буквально, может быть, даже тех, кто пытаются вас, как я говорила, к чему-то привлечь, или даже помешать. И, кстати, ни одна карта, ни одно значение в пасьянсе нам не говорит, что мы начинаем какую-то, ну, как доказательство или конфронтацию. Нет, мы красиво, элегантно просто выходим. Тут самое главное куда-то не попасть на будущее, даже не совсем в контексте этой недели, а именно кому-то что-то не пообещать или не рассказать о себе слишком много или больше, чем того следовало. И тогда в будущем у вас не будет вот этого тупика. К чему же все идет? Вот не будет этого тупика. И тогда по рыцарю Пентаклей тут добрые дела наспех не делаются, а тогда будет какое-то очень долгое продолжение. Я часто называю эту карту как марафонский забег, потому что мы с чем-то определяемся, и у вас выпадает аркан Солнца. Если по аркану Солнца это траектория нашего движения или наши планы, амбиции, которые умещаются в 6-8 месяцев, а по этой карте это где-то десятилетия. Поэтому вот этот открытый путь, который на этой неделе присутствует в вашей жизни, это действительно какое-то достижение или возможность, или вот как тот аркан Колесница, когда у вас сейчас, ну, словно, наверное, ангелы, силы небесные, вам пытаются помочь в решении какого-то вопроса. Это то, что вы хотели осуществить. И это не есть какой-то материализм грубый. Нет, тут именно какая-то стратегия, как ваша миссия, потому что выпадает солнце, а следом выпадает рыцарь Пентаклей. Но я должна вам сказать, мои дорогие, для тех, у кого сложная финансовая ситуация и вот это подвешенное состояние, и вы, допустим, не видите, как мне решить какой-то вопрос, когда выпадает рыцарь Пентаклей, точно прокрутите свое окружение. Здесь есть точно человек, который вам придет на помощь, и очень часто в моих раскладах это точно будет проигрываться. И это уже перепроверено, и именно совпадает даже тот момент, когда мы ищем этот выход, но обращаемся не к тем людям, а обратимся к тем, на кого бы мы могли не думать, что он способен нам оказать какую-то помощь или содействие в решении именно финансового вопроса. А человек приходит нам на выручку, и мы закрываем какую-то больную тему или вот эту подвешенную ситуацию, но это именно касается денег. Потому что где-то ведь старший аркан тоже говорит, что ты можешь как раз это решить. Пересмотри, на кого-то ты даже не думал. Ведь аркан повешенный говорит, что человек себя словно подвесил, чтобы увидеть с другого ракурса. Вот и для вас нужно окружение пересмотреть с другого ракурса. Ну и также знаки судьбы, что вот эта трансформация или ваше переосмысление, некоторая фильтрация
ваших контактов, она неизбежно состоится на этой неделе. Ваши честолюбивые планы. Но, видимо, не все может быть по пятерке кубков складывается именно так, как вы бы этого хотели. Но я вам скажу так, у вас открытый путь. И поэтому, мои дорогие овны, можно воспринимать эту карту как знаки высших сил. Если словно что-то закрывается, да, вам, может быть, туда и не надо. Какой-то вопрос вам словно нужно решить и в чем-то поставить точку. И рассмотреть какой-то альтернативный как способ или какой-то альтернативный метод действия по вашей работе, по вашей занятости. Здесь именно нужно что-то переиграть. И мы часто сетуем на судьбу, потому что не можем что-то осуществить. Но это часто касается того, как мы хотим, или того, что мы себе запланировали. А как раз карта-то нам говорит, что иногда высшие силы нас не пускают. Просто не пускают, потому что словно тебе туда и не надо. Давайте я достану еще одну карту, что нам как совет дадут. Сияйте, как звезда. Да, тут действительно, тут на какая-то ваша миссия может стоять. Переезд, кстати, для кого-то. Переезд не в то место, куда вы прежде собирались. Или для кого-то из вас развитие ваших творческих навыков, стать популярным. Или какое-то ваше желание воплотить в жизнь, намерение, как цель. Не мелкое какое-то желание у нас проходит, не материальное, мои дорогие, а это как жизненный путь, это как смысл жизни. Это то, что вы себе как качество жизни хотите построить. Смотрите, берите на высокое, стройте планы на высокое. Не совсем тут в каком-то таком мелком формате проходит эта неделя. И тогда вам высшие силы буквально помогают, потому что по звезде сбываются наши мечты. Но что-то вам пересмотреть все-таки придется. В личной жизни что? Ну, может быть, аркан-отшельник, с одной стороны, никто вам не мешает. И я так думаю, что для тех, кто в паре, ну, оно где-то так и будет, своим чередом идти. Вам может захотеться даже для тех, кто в паре, побыть в одиночестве, в уединении, потому что будут те вопросы, о которых вам либо не захочется говорить, либо вы примете решение, что вот как раз меньше буду распространяться, нужно мне самому или самой что-то обдумать. Я могу предположить, что вы можете кто-то, например, если вы даже, допустим, есть какие-то друзья, и вы человека считали очень близким, надежным человеком, вы тут что-то можете пересмотреть. Нам ведь уже об этом сказали. И, может быть, или тот круг ваших друзей, контактов, личной жизни, это не только любовь. Хотя у кого-то и по любви тоже могут быть пересмотрены вопросы, потому что какая-то приходит конкретика. Или когда не хочется одевать розовые очки. Ведь отшельник – это философ, это мудрец, который знает ответы на все вопросы. И это карта независимого человека. Точно так же, как и аркан-жрица. У вас две или два независимых аркана, по которым мы ничего никому не доказываем, а словно отступаем полшага назад, в тень, чтобы избавить себя от каких-то споров, ненужных склок, и мы идем своим путем. И вот этот свой путь никто, или ваш путь, никто не должен нарушить. Для тех, кто, допустим, сейчас один или одна, конечно, эта карта не говорит о вашей настроенности с кем-то встречаться. Хотя я также могу предположить, если все-таки одна карта не расскажет о личной истории каждого из вас, давайте будем говорить откровенно, да, астрологически ведь для вас доброе время, чтобы с кем-то познакомиться. Давайте вот на новое знакомство для тех, кто один или одна. Может ли оно состояться? Наверное, все-таки, несмотря на то, что вот такие же замечательные карты, отшельник и маг, но у вас уже теперь 3 карты независимого человека. И все они, мои дорогие овны, в таких скрытых теневых энергиях. Абсолютно все. Как и карта мага. Это не тот, который действует открыто. Это тот, который воздействует незаметно. И люди думают, это я принял такое решение. Это я тут как бы свел к какому-то знаменателю. А на самом деле это умелое воздействие. По сути дела, это манипуляция. Но тем не менее, поэтому и маг, он великий практик. Это не про магию. Карта мага. Это как раз про практику, когда мы можем что-то осуществить. Причем настолько красиво, элегантно, что никто даже не догадывается. Это иногда карта чаще одиночки, правда, увы.
Ну и, в общем-то, карта отшельника тоже. Карта жрица тут тоже, тут какой-то грустный опыт проходит, когда нам буквально молчание помогает и анализ того, что говорят люди, что происходит вокруг. Ну, будем все-таки, мои дорогие, реалистами. У вас зато на самореализацию и независимость выпадает 3 замечательных старших аркана. И вот этот открытый путь, который вам сейчас словно действительно открытый, с учетом этих арканов. Вам никто не мешает по аркану отшельник. Но есть какая-то ваша задумка, которую вы можете осуществить. И даже если, ну, вы в паре, есть отношения, я могу допустить, что больше вы будете уделять внимание каким-то вопросам ваших достижений или тому плану просчитывать, искать информацию. То, что для вас сейчас очень актуально. Перекладывайте на себя, мои дорогие. И вы, правда, ведь какие-то мечты сбываются не только в 6-8 месяцев, а по аркану звезда – это далекое будущее, которое тоже где-то на десятилетие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.